В прошлом видео я просил вас открыть чат GPT и проверить, кто появляется в вашей нише, когда клиент задает ему вопрос о выборе чего-то в вашей нише. И часть из вас написали в комментариях, что увидели там конкурентов, а кто-то увидел людей, которых вообще не знает. И себя там практически никто не нашел. Сегодня я отвечу на вопрос, который после этого возник у каждого. Почему искусственный интеллект показал именно их и как сделать так, чтобы он показал вас? Давайте сразу начнем с эксперимента. Я открываю чат GPT в режиме инкогнито и беру конкретную нишу – юридические услуги для украинцев в Польше. А вот что выдает мне чат GPT в ответ. Список имен фирм, среди которых есть украиноязычные адвокаты. Вот, пожалуйста, Петковская, Ирина Кацелжак, Туголуковый. Я возьму, давайте, первое имя из этого списка и задам в чат GPT главный вопрос всего сегодняшнего видео. Значит, ты порекомендовал Оксану Пятковскую. Объясни подробно, почему именно она. Какие конкретные факторы повлияли на твой выбор? Смотрите внимательно, что он отвечает. Он говорит вполне честно, что не проводила полноценного отбора и не сравнивал ее с другими специалистами. Вдумайтесь. Но дальше объясняет, почему он ее вообще знает. Первое. Она является членом Варшавской адвокатской палаты и внесена в официальный реестр адвокатов. Это проверяемый факт. Есть. Второе. Ее контора прямо заявляет о работе именно с украинскими клиентами на украинском, польском и русском языках. И это тоже есть в открытом доступе на ее сайтах и в описании. Обратите внимание, искусственный интеллект назвал именно две вещи, и это не случайность. Я провел этот эксперимент в десятках ниш, и каждый раз, когда я задавал ChatGPT этот вопрос, он говорил об одних и тех же двух вещах. С одной стороны, о том, что человека упоминают в разных независимых источниках интернета, с другой стороны, о том, насколько четко и понятно описана его специализация в этих источниках. Эти две вещи и есть два критерия, по которым искусственный интеллект принимает решение, кого называть в ответе клиента, а кого нет. Я называю это шириной и глубиной. И я разберу каждый из этих показателей отдельно. Значит, ширина – это количество независимых источников в интернете, которые упоминают вас рядом с вашей профессиональной темой. Это статья у вас в чужом блоге, упоминания в средствах массовой информации, профили на тематических площадках, форумах, Reddit, отзывы клиентов на сторонних сайтах, публикации, где ваше имя стоит рядом с тем, чем вы занимаетесь. Причем неважно, есть в этой публикации ссылка или нет. Чем больше таких независимых источников искусственный интеллект находит, тем увереннее он понимает, кто вы и чем именно вы занимаетесь. И чем чаще он будет вас называть в ответах своим пользователям. И это тот параметр, ширина, на который мы можем прямо влиять. Есть также глубина, она работает иначе. Это качество того, что эти источники о вас говорят. Искусственный интеллект должен видеть из вашего контента и из ваших публикаций, что вы разбираетесь в своей теме глубже, чем кто-либо из конкурентов. Вы не просто описываете услуги и даете контакты, а вы показываете реальную экспертизу с фактами, цифрами, конкретными деталями, механикой работы. То, что может написать только человек, который действительно понимает свою тему, свою нишу, свой предмет изнутри. Когда у вас есть, например, только ширина, но без глубины, искусственный интеллект видит, что о вас часто говорят, но не понимает, почему ему нужно вас рекомендовать, а не любого другого специалиста, любого другого конкурента. И когда, наоборот, есть только глубина без ширины, искусственный интеллект находит у вас сильную экспертизу в одном месте, сконцентрированную, но он не доверяет одному единственному источнику. Он не считает, что этого достаточно, чтобы вынести вас в свою рекомендацию. Поэтому нужны именно две вещи одновременно. Именно их сочетание создает ту позицию, где искусственный интеллект начинает рекомендовать вас регулярно. Покажу, как это работает в нише, которая на первый взгляд вообще не выглядит экспертной. Украинская компания Стейки Карпат нашла способ построить серьезную глубину там, где обычно ничего никто не делает. Посмотрите, что они публикуют у себя на сайте. Заголовки их материалов. Почему выдержка мяса побеждает свежесть? Молекулярные основы вкуса и текстуры говядины. Они стейки продают. Что такое мангалица? История, биология, польза и вкус самой ценной свиньи Европы. Почему большинство людей не могут получить хрустящую корочку и сочное мясо? Как это исправить? Через четкую систему контроля. Они мясо продают. Посмотрите на эту глубину. Это глубокий экспертный контент. Химия, биология, молекулярная кулинария.
Обычный покупатель такие материалы вряд ли станет читать, потому что эта информация в таком объеме ему просто не нужна, он не будет читать кучу статей, чтобы пожарить, приготовить один стейк. Но искусственный интеллект, ChatGPT, Gemini, Perplexity, они этот контент читают и собирают картину. И когда я спрашиваю ChatGPT про лучших украинских продавцов качественной говядины, он ставит стейки Карпат на первое место. Искусственный интеллект видит у них реальную глубину и экспертизу там, где у конкурентов ее просто не существует. И поэтому именно их называют в своем ответе системой искусственного интеллекта, когда отвечают клиенту. Мясной бизнес – это одна из последних ниш, где можно ожидать увидеть научный контент про молекулярные процессы. Они нашли свою глубину именно там, где другие даже не думали искать. Это значит, что в вашей нише, какой бы простой, логичной и ничего там нету сложного, она не казалась на первый взгляд, такая глубина, уверяю, всегда есть. Ее нужно правильно найти и правильно показать системам искусственного интеллекта. Теперь о конкретном шаге, который вы сможете сделать сразу после этого видео. Вернемся к тому эксперименту, с которого я начал. Откройте ChatGPT в режиме инкогнито, введите запрос так, как его формулировал бы ваш реальный клиент. И почитайте список рекомендаций. Возьмите первое имя из списка и задайте второй вопрос. Ты порекомендовал вот этого человека или эту компанию. Объясни подробно, почему именно его и какие конкретно факторы повлияли на твой выбор. Почитайте этот ответ очень внимательно и найдите в нем два разных типа фраз. Первый тип фраз – это фразы про ширину, про присутствие в источниках. Искусственный интеллект скажет что-то типа «о нем часто упоминают», «его рекомендуют в разных источниках» или «его имя встречается в публикациях по этой теме». Это и есть та ширина, о которой мы с вами говорили ранее, и которой, скорее всего, у вас не хватает. И второй тип – это фразы про экспертизу. И я скажет что-то вида «он глубоко разбирается в», или «эта компания, у нее есть конкретный опыт в этой области», или «эта компания объясняет механику процесса изнутри». Это и есть та самая глубина, именно то, что нужно выстраивать в вашем контенте и в публикациях о вас. Когда вы увидите эти слова в ответе искусственного интеллекта про вашего конкурента, у вас появится точная картина того, что именно нужно строить в своей нише, чтобы искусственный интеллект начал рекомендовать вас. Напишите, друзья, в комментариях, какие слова и фразы использовал искусственный интеллект, когда объяснял вам, почему он порекомендовал вашего конкурента. Мне интересно посмотреть, как это выглядит в разных нишах, и я уверен, что нашим подписчикам тоже будет полезно увидеть эти примеры. До встречи, друзья, в следующем видео.